районам. Ну и, друзья, переходим к традиционному слайду. Здесь я показываю, что произошло за год. Период сравнения, естественно, у нас июль 2025 с июлем 2026 года. Перед вами график, рисунок, линия тренда, она аппроксимирована, сглажена такая. И вот смотрите, что все-таки произошло. В июле месяце 2025 года $1047 за квадратный метр. И уже в июле 2026 года $1664 за квадратный метр. Посмотрите, вот как динамика роста, колебательные процессы, снижения, потом опять роста, потом опять снижения. И в итоге, если две реперные точки сравнивать, июль 2026 с июлем 2025 года, то мы видим, что в годовом измерении динамика роста присутствует плюс 1,62%. Также я и компания Alim Consulting готовим индекс рынка недвижимости, он положительный, единичка 0,16. Очень кратко, немного рекламы. Мы готовим данные индексы на протяжении там уже больше 10 лет. Крупные банки иностранные, которые работают на территории Украины, отечественные банки, я имею в виду украинские банки, системные банки, национальные банки обращаются к нам, и мы делаем подобную работу. Итак, что такое индекс? Индекс – это изменение стоимости квадратного метра во времени. Он считается просто, если у вас есть статистические данные. На примере данного класса жилья покажу. Считается он просто 1064 делим на 1047. Получаем динамику роста процентом соотношения плюс 1,62%. Или вот этот положительный индекс единичка, запятая 0,16. Друзья, я знаю, что меня смотрят люди, которые работают в финансовых учреждениях. Это управление по рискам, риск-менеджмента, данные специалисты очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих в Украине знаю, как меняется стоимость недвижимости также во времени. На примере данного графика рисунка с цифрами вам показываю. Поэтому синергия наших знаний, она очень поможет и в вашем сложном бизнесе, и поможет развиваться компании Alim Consulting, и, конечно, мне заниматься наукой. То есть для того, чтобы меня найти, находите описание YouTube канала, Viber телефончик, это Kyivstar, киевский телефон. WhatsApp это кипрский телефон, к сожалению, я не живу уже в Украине где-то порядка 10 месяцев. Созвонимся, спишемся, напишем, составим техническое задание. Да, я работаю, продолжаю работать удаленно, в этом нет проблем. Предприятие платит налоги в Киеве, то есть в Украине, два предприятия даже. Поэтому проблем нет. То есть, помните, все это началось с 2019 года, как стали люди работать удаленно. Неважно, где ты находишься, на острове или в городе Киеве, но ты можешь, в общем-то, работать с контрагентами вполне себе, не нарушая, так сказать, каких-то партнерских обязательств. Так вот, друзья, я один из немногих в Украине, который знает, как меняется стоимость недвижимости. Звоните, сделаем техническое задание, и вы раз в квартал будете получать полную информацию о той недвижимости, под которую вам вы или ваше учреждение финансовое выдало финансовые средства, как меняется стоимость именно вот недвижимости. Где-то оно в какой-то период растет, в какой-то оно снижается. Это видно даже на данном графике. То есть риски вы сможете минимизировать. Риски – это очень важно для вашего действительно сложного бизнеса. Итак, друзья, переходим от рекламы.